Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. У нас сегодня фирменная кабачковая икра. Вывела для себя идеальный рецепт вкусной икры. Ну что, начнем? Сразу же кастрюлю на огонь. Можно заменить на казанок, на сотейник, все, что вам удобно. Наливаю полстакана растительного масла и нарезаю лук. Понадобится 2-3 средних луковицы. Нарезка не имеет никакого значения, лишь бы было быстро. Как говорится, чем проще, тем лучше. Выкладываю в кастрюлю. Лук немного присаливаю и добавляю хорошую щепотку сахара. Сюда. Для меня, друзья, кабачковая икра это не просто тушеные овощи, поэтому с луком немножко придется поиграться, но это того стоит. Перемешиваю и обжариваю до румяности. А пока нарежу остальные овощи. 2 средних моркови. Можно натереть на терку, а можно просто порубить. Рядышком нарежу 1 сладкий перчик. Также хаотично. И добавлю 2-3 зубка чеснока. По красоте. Чтобы придать икре оригинальный вкус, лук нужно карамелизировать. Покажу, как я это делаю. Когда лук красиво начал золотиться, посмотрите, какой красивенький, румяный, на этом этапе добавляю немножко воды, граммов 20-30. Перемешиваю, осторожно, и выпариваю жидкость. Хочу вам сказать, друзья, все, кто пробовал приготовить икру таким способом, писали мне в комментариях, что теперь во всех блюдах практически используют эту манипуляцию с луком. Она улучшает вкус и каким-то чудесным способом делает блюдо просто очень вкусным. А знаете, где я этому научилась? И где? У своего учителя, любимого Ильи Лазерсона. У него очень много фишечек набралась, друзья. Рекомендую. Когда жидкость выпарилась, лук снова стал поджариваться, снова добавляю воду. Пусть выпаривается. После 3-го выпаривания воды лук готов. Сейчас, друзья, покажу, какой он красивый. Посмотрите, он прозрачный, золотистый. Уже можно взять кусочек хлебушка, сверху этот лук жареный и насладиться очень вкусным бутербродом, друзья. Аж рефлекс. Ну а мы продолжим. Ой, какой красивый. Добавляю морковь. Сразу сюда перец с чесноком. Перемешиваю. И прогреваю 5-7 минут, чтобы овощи немножко стали мягкими и уменьшились в объеме. Когда овощи уменьшились в объеме, немного подрумянились, можно добавлять томатную пасту. У меня здесь 150 граммов. Перемешиваю и обжариваю несколько минут все вместе. Да, друзья, томатную пасту тоже нужно поджарить. Она тоже даст свой уникальный вкус икре. Попробуйте. Вот такая штука. Контролируемая зажарка. Контролируемая поджарка. Понятно, солнышко. Пусть здесь себе наслаждается. А мы займемся кабачками. У меня здесь 200 кабачков. Как правило, беру такие уже зрелые и все же без семечек жестких. Тоже нарезаем хаотично. По шурику. Оп. Есть. Слежу за зажаркой. О, вот это у меня здесь красота и вкуснота. Друзья, поверьте мне на слово, в этой кастрюле столько вкусов. Аромат стоит на весь дом, очень вкусно пахнет. Так и аппетитно как. Да, я просто уже знаю, что это реально вкусно. Еще пару минут. Когда на дне кастрюли образуются вот такие вот прижарки, не нужно их бояться. Они растворятся в икре и дадут просто вкус свой. Можно уже добавлять кабачки. Опа. Сразу солю, чтобы кабачки пустили быстрее сок и ускорилось начало тушения. Перемешиваю. И вижу, что нужно добавить воды. Полстаканчика горячей, чтобы не останавливать процессы приготовления.
И добавляю несколько горошин душистого перца сюда. Все. Накрываю крышкой. Делаю небольшой нагрев на моей газовой плите. Это вот так вот. И тушу до готовности всех овощей. Ну, минут 20-25 точно. Уже хочется мне попробовать. Друзья, прошло 25 минут. Открываю крышку. Что у нас здесь? А у нас здесь все прекрасно. Нужно проверить овощи. Кабачки, понятное дело, приготовились. Ой, и морковь тоже мягкая. Все. Снимаю с огня. Сейчас, друзья, хочу выловить несколько перцев душистых. Если даже 1-2 останутся, не страшно, это вкус. И все же сильно много, у меня их тут 5. Не нужно они здесь 5 штук. Они крупные, и их очень просто достать. Когда все успокоилось, беру погружной блендер и все измельчаю. О, готово. Благодарю того человека, кто придумал это чудо-приспособление. Каких-то 1-2 минуты, все измельчено, все готово. Вообще класс. Гениальные люди. Посмотрите, какая икорка получилась. Яркая, красивая. Сейчас добавляю черный молотый перчик. Перемешиваю. И, конечно же, друзья, нужно попробовать на вкус. Охладится и будет просто высший класс. Вот, друзья, очень вкусно получилось. И что я сейчас хочу сделать? Я беру отдельную мисочку, насыпаю или наливаю. Это мы оставим себе на бутербродики. Пусть остывает. А эту часть, друзья, я покажу, как закрываю на зиму. Снова кастрюлю на огонь. Пусть начинает закипать. Здесь у меня уже кипит водичка, крышки. Я думаю, у меня 2 пол-литровые баночки получится. Уже начну заготавливать. Пусть кипят. Банки наливаю воду и ставлю в микроволновку на 5 минут. Так давно микроволновкой не пользовались. Ой, я сразу сюда брошу половник, пусть тоже стерилизуется. Так. Здесь, конечно, хозяюшке нужно быть очень осторожными, потому что при закипании икра начинает хлюпать. А ее нужно хорошо-хорошо проварить, потому что это на зиму. Банки с икрой я не стерилизую. И все прекрасно стоит в погребе. Видно? И то, эта икра еще, она совершенно не закипела. Это просто нагревается дно, и так как она густая, она вот так вот выстреливает. Это очень важный нюанс. Друзья мои, если икра хорошо не проварится, прям хорошо-хорошо не проварится, около 5, 7, 10 минут, банки просто повзлетают. Поэтому варим. Я люблю эту икру, поэтому готова ради этого немножечко и потерпеть. Она когда настоится, выстоится, зимой баночку открываешь, на хлеб или в гречневую кашу я люблю. Вообще класс. Да, с гречкой это вообще класс. Вот именно манипуляция с луком придает этой икре очень вкусный вкус, друзья. Попробуйте. Все, пусть варится. Немножко приоткрываю, чтобы не было конденсата. Так, что здесь мои ложки, поварешки, как думаешь, сварились? Да, достаем. Достаем. О, начинает процесс. Банки закипели. Прекрасно. Выливаю и переворачиваю на полотенце. Пусть немножко стекут. Опа. Прошло еще 5 минут. Здесь у меня все прекрасно, друзья. Закипело. Прям вижу, хорошо-хорошо закипело. Сейчас выключаю нагрев и вливаю 2 столовые ложки 9% уксуса. Перемешиваю. И все, можно разливать. Баночка. И поехали, друзья.
Ты смотри, как я угадала. Все, Сережа, твой выход. Поехали. Давай. Готовые баночки переворачиваю крышками вниз и хорошо-хорошо укутываю. Это еще один важный нюанс хозяюшки. Несколько одеялок. Опа. Все. Оставляю до полного остывания. Храню икру в прохладном месте. Погреб или холодильник. Ну, а мы пошли кушать тут. Да, бутерброд будет сейчас вкусный. Все, нет больше сил ждать этого остывания. Уже хочется кусочек хлеба, какого-то вкусного. У нас сегодня гречаный. Посмотрите, какая икра. Яркая, нежная и на хлеб. Прям так щедро. Все, все, Сережка. Во, это вкусно. Ну и мне делай кусочек. И тебе. Держи. Счастье мое. Благодарю тебя, солнышко. А после холодильника она будет еще вкуснее. Да, на следующий день она еще вкуснее. Она стабилизируется. И так вкусно. Ставьте лайки, друзья. Ну, а мы будем наслаждаться. Всем мирного неба, вкусной еды и интересных экспериментов. Да. Это стоит того. Это очень-очень вкусно. Я думаю, по моей довольной моське это видно. Она реально вкусная.